вопросы на эту тему? Start me another lecture. Я сейчас начну еще одну лекцию. Yes. Мюррей, он христианин или нет? Мюррей христианин? Is Murray Christian? I don't think so. Я не думаю. I think most of his, he's a sociologist. Он социолог. Сочувствующий. You think he has compassion, сочувствующий, Yeah. sympathy. Yes, but most of it's simple statistics. Но большая часть его простой статистики. His book is just full of statistics that demonstrate that people who have these values do better in society. В его книге очень много данных, исследований, которые доказывают, что люди, у которых есть эти ценности, более успешны в обществе. And that communities where these values are strong И те сообщества, в которых эти ценности ярко выражены, are better communities. являются лучшими, более эффективными, лучше живут. Что в условиях повышенной урбанизации это все-таки сложнее осуществить, чем в условиях каких-то населенных пунктов, патриархальных более. Скорее всего, это американская глубинка, там где одноэтажные дома, там где соседи знают друг друга, а не мегаполис типа Чикаго или Нью-Йорка. Согласны ли вы, что в ситуации урбанизации, когда мы говорим о мегаполисе типа Чикаго или Нью-Йорка, то это сложнее осуществить, чем в случае глубинки, да? Конечно. So do you agree that this more applies to some towns and villages and somewhere like the places where we don't have big cities, but it's more difficult to apply in urban areas like Chicago, New York and other big cities? I think you're probably right. Я думаю, что вы правы. And I think many times families that want to be like this are going to seek to be in a smaller community. И часто семьи, которые хотят жить в соответствии с этими ценностями, стремятся жить именно в маленьких сообществах. Because I think they'll feel they have more control over the environment around Потому что them. они чувствуют, что у них есть больше контроля над средой вокруг них. But it also might happen in neighborhoods in large cities. Но это too. также может случаться в сообществах в больших городах. So if the people in the neighborhood, Если люди, живущие по соседству, and if it could be a stable neighborhood, если это какой-то стабильный регион, стабильный район, right, or people can find other people who have these values in that где neighborhood, люди могут объединяться, находя людей с подобными ценностями по соседству, then they may be able to influence other people in their community to share some of these они values. могут тогда влиять на других людей в своем сообществе, чтобы вместе разделять эти ценности и практиковать. A lot of times these are the kind of values you find in a farming community. И часто подобного рода ценности вы обнаруживаете в сообществах фермеров. I'm not, sometimes. Может быть, потом я еще это коснусь когда-нибудь. I talked before about the negative consequences of being stuck in a victim mentality. Я раньше говорил о негативных последствиях застревания в позиции жертвы. This is another one. Это еще одно из последствий. Because when you see yourself as a victim, Потому что если вы рассматриваете себя как жертву, not only do you give away your power to other people, вы не только отдаете свою власть в руки других людей, but you can also justify many evil things that you do. но вы также можете осуждать, оправдывать многие злые вещи, которые вы делаете. I think that we all of us, almost all of us, Я думаю, что многие из нас, want to believe that we're good people. большинство из нас хочет верить, что мы хорошие люди. And so we need to find a way for ourselves to be good people. И нам нужно находить способы того, как мы можем быть хорошими людьми. But there are things that we're in conflict with in being good people. Но есть то, что может вызывать в нас конфликты, даже когда мы стремимся быть хорошими людьми. And one of those is that other people's rights. И один из этих вопросов связан с правами других людей. So you have to find a way Вам нужно найти способ to take what other people have брать то, что есть у других людей, in a way that's morally right for yourself. таким способом, чтобы это было морально правильно для вас.
Now, one of the ways that you can think of yourself as a good person Один из способов того, как вы можете рассматривать себя как хорошего человека, is by being a victim. это рассматривать себя как жертву. You understand? If you're a victim, you can feel that you're somehow a superior person. Если вы себя чувствуете жертвой, вы можете в некотором роде чувствовать, что вы имеете некоторое превосходство. Because there is a sense of moral balance in when we talk about morals. There's a sense of justice and balance. Есть некий моральный баланс и ощущение справедливости. If someone's done an evil thing, Если кто-то сделал по отношению ко мне To me, что-то злое, in a sense, I can think I'm a better person я than в they are. некотором роде могу думать, что я лучше, чем этот человек. And sometimes I can justify Иногда я могу оправдывать passing that moral hurt passing the hurt to someone else передачу, причинение вреда другому человеку, because I've been hurt myself. потому что мне причинили вред. It's a very childish kind of logic. Это очень такая детская логика. It's not adult or grown up at all. Это совсем не логика взрослого человека. But some people get stuck in that kind of logic. Но некоторые люди застряют в этой логике. Of course, being a victim does nothing to make you a better person. Безусловно, тот сам факт, что вы являетесь жертвой, никак не влияет на то, являетесь ли вы хорошим человеком. Right? But if you let it, it can make you a worse person. Но если вы разрешаете себе смотреть на себя как жертву все время и делать что-то, исходя из от того, о чем он раньше говорил, это может привести к тому, что вы будете человеком хуже, чем вы были. And sometimes this is the logic of criminals. Иногда это является основой логики преступников. It was done to me, Это сделали со мной, so it's all right for me to do it to someone и else. поэтому абсолютно нормально делать это по отношению с кем-то другим. Someone else who's weaker than I am. С кем-то, кто слабее, чем я. Or to someone who is naive. Is that И, right? да, или с кем-то, кто является наивным. You see, when you think of yourself as a victim, Когда вы смотрите на себя как на жертву, it's not so easy to think of yourself as a perpetrator, someone who does evil things. it's not easy. It's not easy to think of yourself as Если someone вы who does себя evil считаете things. жертвой, то не очень легко начать смотреть на себя как на преследователя, который делает нехорошие вещи. And it's one of the problems that one of the tools of those who think of themselves as weak И это один из инструментов тех людей, которые думают о себе как о ком-то слабом. once they get in power. В какой-то момент они получают власть над другими людьми. Does that make sense? Once they get power. People who used to be oppressed Люди, которые раньше были в подавлении, в подавленной позиции. and they get in a place of power. И вот вдруг они оказываются в ситуации, когда у них в их руках власть, They say, now it's my и turn. они говорят: о, вот теперь мой черед. See? And it's important, I think, for us to think about what these folks are thinking. И нам важно думать о том, что же думают эти люди, как они размышляют. It's not a good idea to push them too hard, И важно не давить на них слишком сильно. because then they'll feel more like victims. Тогда они снова себя будут чувствовать жертвой. See, everyone's against me. Снова все против меня. Everyone's taking advantage of me. И все прямо что-то пытаются получить для себя, издеваясь надо мной. I think it's better to treat them as wayward children. Лучше относиться к ним так, как будто они, как дети такие неуспешные, Which is two things. непослушные. And I think of this in terms of anyone who's misbehaving. И я думаю, что это относится ко всем, кто ведет себя каким-то нехорошим образом. Which is always gentle but firm. Всегда быть очень мягкими, такими бережными, но при этом проявлять твердость. I'm going to be gentle. Я буду бережной. I'm not going to hurt a person. Я постараюсь не причинить боль человеку, But I'm also going to be strong. но я буду сильным. And I'm not going to always let them get their way. И я не буду все время давать этому человеку возможность делать все так, как он этого, его образом. I had this happen in my life in a very vivid way. И в моей жизни это проявилось очень таким ярким образом. My wife and I were foster parents for 3 young children. Мы с женой были приемными родителями для 3 маленьких детей. And they were children who hadn't had very good parents.
И это были дети, у которых не было хороших родителей. The oldest child especially was very disobedient. Самый старший ребенок был очень непослушным. And my daughter was quite good in working with a younger girl. Моя дочь очень хорошо взаимодействовала с младшей девочкой. She did a very effective timeout with her. Она очень эффективно отправляла ее в тайм-аут. Do you remember the show Super Nanny? Вы помните шоу «Супер няня»? Yeah, get to see it? Huh? Yeah, the super nanny who comes into the home and explains how parents should do timeouts and other things for their children. Супер няня, которая приходит в дом и объясняет родителям, как им нужно отправлять детей в тайм-аут. My daughter did a great job with that with the young girl. Моя дочь великолепно справлялась с этой задачей, вот с этой маленькой девочкой. But the older brother was very rebellious. Но старший брат был очень бунтующим. And not only became disobedient, Но он не просто был непослушным, but he began to throw things at my daughter. но он начал швырять вещи в мою дочь. At that point, I felt like it was dangerous И в этот момент я почувствовала, что теперь это уже стало опасным, and it needed to be stopped. и нужно остановить то, что происходит. So I decided to hold the boy, И я решил держать этого мальчика. and he began to violently try to get me to stop holding him. И он пытался уже небезопасным, не использовать такие очень жестокие способы остановить меня, чтобы я не смог его удерживать. But I tried to be gentle but firm. Но я старался быть бережным, но твердым. I tried to tell him I was not going to hurt him, И я говорила ему, что я не буду причинять тебе боль, and that he's not a bad boy. и что ты не плохой мальчик. But I didn't let go. Но я не отпускал. When he relaxed, Когда он расслабился, I began to relax my hold on him, и я немного ослабил свою хватку, and he again started to fight me. и он снова начал бороться со мной. So I held him a little harder, И я снова начал удерживать его немножко сильнее, but not so much to hurt him. но не так, чтобы причинить ему боль. And when he relaxed again, Когда он снова расслабился, I relaxed again. я снова отпустил And свою I kept хватку. telling him that you're not a bad И boy, я продолжала ему говорить, ты не плохой мальчик, and I'm not going to hurt you. и я не буду причинять тебе боль. Eventually, В конечном итоге, after about 45 minutes, после 45 минут, he stopped fighting. он перестал бороться. He went to sleep. Он уснул. Какой возраст был? How old was he? Какой He был was возраст? around 10. Ему было около 10 лет. I don't think I could have done it with someone a lot older. Я не думаю, что я мог бы это делать с кем-то старше 10-летнего ребенка. And after that point, he was very gentle. И после этого он стал очень таким бережным, мягким. And what I'm saying is, I was gentle, И я хочу сказать, что я был мягким, but I was firm. но я был при этом твердым. Ну, то есть Yeah. бережным, Настойчивым. ну, да. I didn't cause him pain. I didn't cause him any pain, Я не вызвал у него я не причинил ему никакой боли. and I didn't hurt him at all. И я никак его не ранил, никак его не травмировал. But I also didn't allow him to do whatever he wanted. Но я не разрешил ему делать все, что он хотел. And that's what I think is the kind of way to treat the person who is the victim in his own mind. И вот, как я думаю, именно так следует относиться к человеку, который себя рассматривает как жертву. Maybe that's what had happened to this boy. Возможно, именно это произошло с этим мальчиком. Maybe he was beginning to become a victim who thinks you can do anything to anyone else. Возможно, он начал воспринимать себя жертвой, которая думает, что он может делать все, что угодно по отношению к другим людям. It was done to me, so it's all right for me to do Это it to other сделали people. со мной, поэтому нормально делать это по отношению к другим. So it's important for us to win these people over И очень важно, чтобы мы выигрывали этих людей, and not just to defeat them. не просто как бы побеждали их, Because then in their mind, they're just being abused again. потому что в их сознании они тогда по отношению к ним сейчас снова производится насилие. And like I mentioned, the good family with the good values, И как я упомянул, хорошие семьи с хорошими ценностями. when this
sense of being a victim leaks into our families or to our work or our play, Когда ощущение себя жертвой проникает в наши семьи, на нашу работу или в наше игровое пространство, then it's very bad for society. тогда это очень плохо для семей, Everyone, для общества, извините. everyone thinks they're a victim. И каждый человек начинает думать, что он жертва. Everyone's afraid of everybody else. Все начинают бояться всех. And so we think, oh, I have to harm them before they harm me. И мы начинаем думать, мне нужно причинить им боль до того, как они успеют ранить меня. I mean, I don't think it was anything magical, И я не думаю, что я сделал что-либо магическое. but it was a way to show the child that he was safe, Но это был способ, с помощью которого я мог показать ребенку, что он был в безопасности, that no one was going to hurt him, что никто не будет причинять ему боль, and that someone else was in control of this но situation, при этом есть кто-то, кто контролирует so he ситуацию. didn't have to be. И ему не нужно пытаться контролировать I эту point out ситуацию. that he was the oldest child, И я отмечал, что он был самым старшим сыном. and often in a family with an oldest И child часто в семьях со старшим ребенком and two younger siblings, и двумя более младшими детьми, if there's poor parenting, if the parents are not taking care of the children properly, если в таких семьях родители не очень хорошо справляются, они не очень хорошие родители и не очень успешно справляются с проблемами, it's often the oldest child that decides to rule the children, the other children. часто именно старший ребенок берет на себя функцию управления младшими детьми. But he's a child, Но он все равно ребенок. and he doesn't have a complete adult understanding of how to do И discipline. у него нет полного такого взрослого, зрелого понимания того, как дисциплинировать кого-то. So he may decide to be aggressive towards the other Поэтому он children, может принимать решение проявлять агрессивность по отношению к другим детям. and that may be why he was aggressive towards my daughter. И, возможно, именно поэтому он проявлял агрессию по отношению к моей дочери. This is my theory, but Это моя теория, but it's not something I can prove. но это не является чем-то, что я могу доказать. So it may be that me in my holding this child at the time, Возможно, что когда я удерживал ребенка в это время, it helped him to understand that there was an adult that was in charge, это помогло ему понять, что есть взрослый, который несет ответственность, that he didn't have to be the father of these children for и a что ему while, не нужно быть отцом этих детей даже в течение какого-то короткого времени. and that someone else is going to take care of them and keep И them что safe. кто-то другой позаботится о них, и они будут в безопасности. A couple of weeks later, they went back to their family, Через несколько недель они вернулись в свою семью, and I never saw them и again. я больше никогда их не So видела. I don't know how it all came out. И я не знаю, что произошло потом.